Ни одно живое существо на планете Земля не сможет вынести и половины таких колоссальных нагрузок, кроме наших сегодняшних гостей. Тысячи лет человек использует этих зверей как незаменимых помощников в самых жарких и самых холодных регионах Земли. И оказывается, многие до сих пор не знают всей правды об этих уникальных существах. Срочно исправляем. На сегодняшний день в роду верблюдов существует 3 вида, и все они родом из Северной Америки. Да-да, эти типичные азиатские товарищи пришли на территорию Евразии через Берингов перешеек. Они эволюционировали на месте. 2 из ныне существующих вида верблюдов считаются домашними. Одногорбые дромедары и двугорбые бактрианы. 1000 лет живут и развиваются исключительно рядом с человеком. Но существуют и дикие версии. Двугорбые хафтагаи. Сохранилось их немного, и популяция продолжает вымирать. Многие ошибочно считают, что дикие двугорбые верблюды являются предками домашних. Но это не так. На уровне ДНК они имеют некоторые различия. Сегодня в мире не существует истинно диких бактрианов. Вся популяция этих верблюдов состоит из домашних или бывших домашних животных. Двугорбые бактрианы – самые крупные представители семейства верблюдовых и подотряда мозоленогих. Взрослые упитанные самцы весят по тонну, а их высота вместе с горбами достигает почти 3 метров. История массового одомашнивания бактрианов началась примерно 3000 лет назад. Да, это несколько позже приручения лошади или коровы, но дружба с пустынными гигантами открыла перед людьми совершенно новые возможности. Ведь эти верблюды подолгу переносят грузы, по весу равные почти половине своего веса. При этом за день зверь проходит по 100 километров. Главная фишка бактрианов – их способность переносить самые экстремальные условия окружающей среды. И речь не только про жару. Верблюды могут выживать при температуре до минус 40 градусов. Минус 40 чрезвычайно низкая, но вполне реальная цифра на термометре в некоторых местах природного обитания этих животных. Выживать в такой дубак верблюдам помогает густая, длинная двухслойная шерсть. Зимой на теле бактриана отрастает шуба до 7 сантиметров длиной, почти как у тонкорунных овечек. Кстати, из шерсти бактрианов делают первоклассные вязаные изделия, одеяла и пояса, но и в самую экстремальную жару, как ни странно, шерсть им не мешает. Как правило, с наступлением весны бактрианы сбрасывают зимнюю шубу и отращивают летний вариант покороче. Меховой подшерсток с полыми волосками создает воздушный терморегуляторный слой между кожей и окружающей средой, что немного замедляет прожарку под палящим солнцем. Но все же основной защитой от перегрева является специфический метаболизм и анатомические особенности. Самое заметное – 2 огромных горба на спине. В них верблюд запасает не воду, как нас учили в детских книжках, а жир. Очень много жира. Почти по 70 килограмм в каждом горбу. Горбы работают как гигантский пауэрбанк. Когда верблюд испытывает жажду или голодает, жировая прослойка постепенно расщепляется и подпитывает животное энергией, обеспечивая организм всеми необходимыми веществами. Бонусом горбы защищают спину зверя от солнца. Палящим лучам не так-то просто пробиться сквозь толстый слой жира. Но если ты в пустыне, где ни дерева, ни кустика, даже 2 горбов будет мало, чтобы защититься от пекла и потери влаги из организма. Поэтому бактрианы научились меньше потеть. Помимо очевидной экономии на дезодорантах, эта способность помогает зверям сохранять каждую каплю жидкости в организме. Защитный механизм потоотделения у верблюдов включается только если их температура становится угрозой для жизни, то есть превышает 41 градус. Но есть и побочка. Бактриан почти не контролирует температуру тела. Она скачет от 34 до 40 градусов. Есть у верблюдов и другие, чуть менее очевидные, но очень необычные способности для выживания в пекле. Первое – овальное строение красных кровяных телец, эритроцитов. У большинства остальных животных эритроциты округлые и двояко вогнутые, а вот кровяные тельца верблюда выглядят как пирожки. Обтекаемая форма эритроцитов не дает им слипнуться даже при критически низких показателях жидкости в организме. Вторая особенность заключается в слаженной работе выделительной системы. Почки фильтруют из еды все, что минимально похоже на жидкость.
А ЖКТ, помимо того, что всасывает влагу, героически переваривает самую малопитательную пищу. Верблюды обычно едят одни колючки, да сухостой, но в исключительно голодные времена могут поживиться практически чем угодно. Кости, шкуры животных, ветки, палки, лишь бы выжить. Есть колючки, к слову, тоже задача непростая, но бактрианы полностью игнорируют защитные шипы растения. Они без опаски жуют то, на что даже смотреть больно. Все благодаря особому строению пасти. Щеки и губы верблюда покрыты кератиновыми наростами. Они достаточно твердые, чтобы защитить рот от ран. Язык грубый, тоже защищенный. То, что для коровы станет травмой, для бактриана обычный обед. А сложная система носовых раковин улавливает влагу из выдыхаемого воздуха и возвращает ее обратно в организм. Результат всех этих суперсвойств: бактриан может не пить до 2 недель и при доступе к воде выпить за раз более 100 литров. Кстати, если заглянуть к верблюду в пасть, можно увидеть еще кое-что. Гигантские клыки размером ничуть не меньше, чем у льва или тигра, и ими зверь пользуется прямо по назначению в период гона. Осенью самцы становятся безумными. Дикие двугорбые верблюды могут нападать на стада домашних, калечить самцов и угонять самочек. Они вообще терроризируют всех, кто не похож на дам, в том числе и людей. Бактрианы способны откусить человеку руку. Именно поэтому племенных верблюдов в гоне стараются максимально изолировать друг от друга, а тех, кто годится только для работы, обязательно кастрируют. Несмотря на упрямый и вспыльчивый нрав, человечество верблюдам обязано. Корабли пустынь провели наших предков в безжизненные пески, где люди проложили шелковый путь. И пусть сегодня есть крутые вездеходы с кондиционером, но сотрудничество человека с верблюдом не закончится еще долго. Например, в Монголии пограничники до сих пор патрулируют территории верхом на лошадях и верблюдах. Сегодня многие верблюдоводы стараются сохранять традиции прошлого и содержать зверей так же, как и тысячи лет назад, на вольном выпасе в степи. Считается, что именно такой образ жизни позволяет бактрианам раскрыть весь потенциал своего организма. А вот закрытые стойла или сараи могут сделать хуже. Верблюды хорошо переносят засуху и жару, но быстро гибнут от сырости и скученного содержания. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие наших каналов, может перейти на платформу Boosty по ссылкам в описании. Там доступны все видео с каналов Планета Земля и ЗУ, без рекламы и замедления. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!